Для тех, кто первый раз вообще на канале, я Борис и вожу рыбу по Норвегии, Швеции, Дании. Вот, на холодильнике. На эстонской фирме. И сам я из Эстонии, если что. Для кого-то это может быть сюрприз. Всем доброе утречко, друзья мои подписчики. Рад вас снова всех видеть. Мы стоим на заправочке Circle K, Персон. Почему мы здесь стоим? Потому что теперь надо забирать вот такой конверт с кодовым номером, где лежат оригинальные ЦМР. Ну а как бы то, что мы до этого 1000 километров едем, это мало кому интересно. Вот. Наверное, знаете что? Пойдемте это дело положим в ящик, потому что мы едем на перецеп. И мы прицеп отдадим, а может быть не отдадим. Суть такая, что машина, которая везет другой прицеп, задерживается. И поэтому сейчас будут корректировать планы. Точнее, изначальный план был, что мы перецепимся в Умия. Я доеду 4,5 часа до Умия. Другой водитель приедет ко мне, мы поменяемся трейлерами, я вернусь обратно, он поедет дальше. Так как машина задерживается, просто так 3 часа там стоять в Умии смысла нету. Поэтому я предложил, говорю, давайте я поеду до Худиксвалла. Смысл? Вот сейчас думают. Пойдемте, короче, конверт этот запихнем в трейлер, чтобы он тут глаза не мозолил. Вот. Если полиция спросит, у нас ничего нет. Ищите в трейлере сами. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Оп. Пам-парам-пам-пам. Вот так. И все. И дальше, если кто-то будет брать трейлер, он уже возьмет его полностью укомплектованным. И ни у кого не будет никаких проблем. Здесь, кстати, парковка. Такая не маленькая, правда песчаная, но все-таки она есть. А здесь душ, туалет. И там даже ресторан есть. Вроде бы. Да, есть ресторан. Кстати, в Швеции на самом деле можно очень недорого и вкусно, и много поесть. Сравнительно недорого. Обед стоит, ну, в среднем 10. Так. В общем, план остается. Едем в Умия, там ждем. Часа 2-3, наверное, придется постоять. Дальше на связь выйдем на следующей остановочке. Погнали. Пятнашка вышла. Сейчас глянем. О, ровно. В добрый путь. Так, дорогие друзья, что еще хотел вам показать, это как работает круиз-контроль адаптивный. Вот у нас впереди фура едет 85. Смотрите, какой значок у меня горит на круиз-контроле. Сейчас засветим все. Видите? Значок цепочечки. Это значит, что я к нему привязан. Это немножечко другое, чем вот это. Так я держу до него дистанцию, и машина разгоняется и тормозит, упираясь в эту дистанцию, как в препятствие. А так... Опа! Так машина подстраивается адаптивно под скорость впереди идущей фуры. Именно фуры. И ехать она должна не медленнее 60 километров в час. Вот как-то так Scania говорит. Очень удобно, кстати. Топливо экономится, и нету резких вот этих вот торможений, толчков, дерганий и перерасхода топлива. Я так думаю, что многие об этой функции не знали. Как ее включить? У вас есть кнопочка управления круиз-контролем.
верхняя клавиша, которая укорачивает дистанцию, надо нажать и держать в момент, когда перед вами идет фура. И тогда машинка за нее уцепится. И все у вас будет хорошо. Вот так. Информация пришла, что 150 километров еще водителю до Худиксвалла. План остается, что мы перецепляемся в Уме и едем не спеша до Уме. У нас все время мира, как говорится. Но самая была жесть, конечно, когда я в прошлом году 45 часов паузы стоял с рыбой. Вот это было прикольно. Настолько неспешная рыба была. А сейчас одни экспрессы. По Е4 с вами поливаем полным ходом. Ну, не полным ходом. 85. Все в пределах нормы. До связи. Так, хотел показать. Шведы, они очень такие нерасторопные. Вот ограничитель 80, и он едет ровно 80. Это по его спидометру. По нашему спидометру эти 80 равняются 77 километрам. А перед каждой камерой он почти останавливается. То есть ограничение 70, он поедет 65. Вот. Очень бы не хотелось в какой-нибудь час пик вот так вот ехать. Потому что простая математика. Мы с вами едем 85. В Швеции это безопасная, скажем так, скорость. И у нас это значит 85. Сейчас ситуация еще хуже стала. А у легковых-то там запас по скорости сделан. Ну и представьте, вам надо ехать 10 часов, и вы вместо 85 будете ехать 77-80. Минус час времени. А у нас... Та-дам! Все стало совсем весело. Ну, слава богу, поворачивает. Так-то нам спешить некуда, но все-таки хотелось бы быть в графике. На завтра нам уже нарисовали план. Ой, какая же Scania все-таки тупая с коробками. До сих пор не могут нормальную коробку передач сделать. Что такое? Кикдаун давишь, он думает секунд 5, потом только наверное, включу 7-ю. Ну ладно. Звонка еще даже не было о том, что машина вышла с грузом. То есть все еще совсем печально. Вот что вам хотел сказать. В Швеции никто никуда не спешит. И с этим надо свыкнуться. Потому что иначе работу не построишь. Средняя скорость будет 79-83. Прям вот где-то так. Это в лучшем случае. Но пока мы в графике. И это я просто одного только шведа снял, который вот едет по правилам, да, знак 80, у него спидометр 80, он чист перед всеми. Но он же не знает о том, что на самом деле это его скорость чуть-чуть ниже. Ну да ладно, бог с ними. Да. И он не знает, что камеры в Швеции держат превышение почти в 10 километров в час. Ну и, конечно же, ребята, ремонты задалбливают. Бесконечные. Бесконечные ремонты. Стоишь и ждешь. Стоишь
и ждешь. Четверка летом мало проходимая из-за ремонтов, а зимой здесь тупят из-за того, что снег. Всем страшно ехать. Осталось нам 60 километров и будем стоять ждать прицеп. Не знаю, что-нибудь поснимаю, покашеварю, да надо будет уже и монтировать начинать сразу же. Ребята, распространяйте, подписывайтесь, потому что я теперь, сделав опрос, понял, что вы хотите и влог, и все, и обо всем. Вот я снимаю все и обо всем. Вот вам про круиз-контроль. Могу еще потом рассказать про поворотный мост на прицепе, например. Ой, мы уже едем. Ура! Ура! Поехали! Светофорик, наверное, стоял, я так думаю. Да, светофорик. Тоже любят светофорчиков понавтыкать. И да, зеленый, даже со шлагбаумом, чтобы ни в коем случае никто не проскочил. И вот так все лето они эту четверку будут ковырять ближайшие лет много. Потому что она вся реально раздолбана. Ну да ладно, потерпим. На связи. В Хёрне-Форсе мы, ребята, кое-как доползли до сюда. Сколько у нас времени-то осталось? Так, сейчас глянем. Что-то мы очень-очень долго ехали. Зашибись, он не показывает. Ага. Ладно, фиг с ним. Очень долго ехали сюда. И сейчас расцепимся. И что? Будем отдыхать, ждать, пока приедет другой водитель и сдаст нам смену, так сказать. Заберем у него прицеп, почешем обратно. Но ехали реально прям очень долго. 4:40 получается где-то. И если что, вот тут вот в Эрцког можно очень вкусно поесть. И дешево. 10 евро. Наедитесь от пуза. И трак-стоп хороший. Сейчас с дрона увидите. Очень, скажем так, популярное у нас место. Мы частенько тут тормозимся. Перед спиц перекусить или паузу 45 минут сделать. Вот. Такие вот дела. Ладненько. Скоро включусь. Не габаритов, целая парковка. Так, дозаправляем баки. И ждем прицеп. Вот так.
Сейчас еще отбул зальем. Так, друзья мои дорогие, мы втеры, отцепили прицеп, вытащили уже карточку, дернули. Сейчас коллега вон уже едет, сейчас заберет этот прицеп, зацепится. А мы будем отдыхать, и какой-то суетной день был. 680 километров мы проехали, доехали из Тёры до Умия, расцепились, перецепили, взяли другой прицеп и приехали обратно. Вот. И до новых встреч. У нас интересный рейс будет на Скарсвяг. Завтра вечером в ночь поедем. Так что до встречи. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать, подходит ли вам такой формат видео, который я сейчас снимаю. Будет очень кстати. Коллега уже примчался, зацепился, помчит на Тромсе. Все, всем пока.